Всем привет, дорогие друзья! Приехал я, как видите, снова один к себе в избушку. Буду сейчас заниматься амшайником, доделывать. Предыдущий раз, помните вы, наверное, если смотрели, мы пытались с парнями вытащить оттуда старую печку, которую не получилось выдернуть. Сегодня буду срезать трубу и буду вытаскивать, ну и буду там делать стеллажи. Хочу еще заняться предбанником, буду устанавливать лаги, первые окладные венцы. Займусь еще немного здесь по хозяйству, нужно будет распилить бревно. И хочу уже начинать сжигать мусор, который мы накопили за лето. То есть это всякий ветровал, ветки падают, все мы складывали в одну кучу, и вот это буду сжигать. Вот так вот буду немножко тут очищать территорию от всякого разного старого гнилого валежника. Ладно, друзья, я приступаю. Ну а вы по старой традиции подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте уведомления, комментируйте, делитесь роликом в любых соцсетях. Ну и всем приятного просмотра. Все, я поехал, погнал. Как семечки щелкаются. Наколю, наверное, еще сегодня. Что-то доска эта упала почему-то. Ну все, в одного я вытащил печку. Оказалось, тут у нас еще труба где-то метр входила в ту трубу. Вот. Пришлось разобрать верхнюю укладку. Я уже, правда, забыл, как мы делали, но вот. Думал, просто сможем ее вытащить, завалить на бок один конец и вытащить, но не получилось.
пришлось немного пожертвовать кладкой. Вот, тут вот этот защитный короб, прибью обратно его сюда. И получается вот это отверстие потом заделаю, чтобы оттуда сверху мыши, мусор, ничего не падало. В следующий раз, когда будем печку тут делать, чуть-чуть ее подремонтируем и все туда выведем. Все как было сделаем. Вот такая печка длиннющая получилась у нас. Я уже, правда, и забыл. Вот. 4-5 автомобильных диска. Потом от старой какой-то печки, то ли от коптилки. Топка. Потом труба. Насколько она? На 200, наверное, с чем-то. Потом полметра такой трубы и метр тонкой 110 или какая труба это. Вот такой вот мы и печку делали. Из всего, что было, собирали. Ну ничего, печка показала себя с хорошей стороны. Было жарко здесь. Вот здесь такая заслонка еще есть. Задвижка. Думал, если вообще не получится вытащить, ну никак. Взял болгарку с собой, уже хотел или тут, или вот тут резать трубу, чтобы можно было вытащить. Ну ничего, вроде малой кровью обошлось все. Получилось в одного вытащить печку. Высотой она получается, наверное, 2,5 метра. Ладно, вроде бы легкая она. Ну как, относительно кантовать можно было. Вот, теперь здесь такой бардак. Кстати, хочу сказать вам, что вот, допустим, на будущее, если кто-то будет избушки делать, пол лучше не выкладывать из кирпича. Вот у нас здесь небольшая такая палубка, так скажем. И здесь у нас песком все, глиной засыпано. И мыши, вот этот кусок был самым уязвимым. И мыши здесь очень хорошо нарыли ходов себе. Вот, если видно, видите, как все проваливается. Ходов себе нарыли. И они здесь зимой очень хорошо бегали. Вот. Лучше делайте пол полностью, на него кирпич и на него уже печку. Вот, и мышей будет меньше. А так они, у них, можно сказать, прямой доступ был снизу. Вот так вот. Ладно, вот сейчас заделываю это отверстие. Сверху засыпаю, ну и приступаю уже здесь к работе.
идеально. Можно сказать, практически сделал. Так, уровень. Тут доска косая. Так, уровень. Доска косая здесь вот это. Да, здесь нормально. Все, две доски я установил. Вот. Теперь нужно будет сделать подпорки. Вот у нас уже здесь есть доска прибитая. Вот сейчас сделаю сюда и сюда. И, наверное, все будет этого достаточно. Тут два улья, тут два улья и тут улей. Уже 6 ульев, половина. Ну и сюда еще 4. Все нормально, все вмещается теперь. Восемьдесят 8 сантиметров. Все готово. Установил я второй ряд. Везде прокрутил. Вот. По саморезу, чтобы доски не двигались. Подпорку установил. Тоже прикрутил, чтобы не упала доска. Первый ряд. Тоже тут вот доски все приколотил, чтобы не катались. Вот. Это утеплитель. Потом окно надо будет запечатать. Это уже когда будем заносить. То есть это недолго, пару минут. Вот. Все надежно. Вот пол, кстати говоря. Вот все здесь постелил. Но щели есть. Все равно будут ползать. Да мыши, где только щель, везде пролезут. И, кстати, момент, друзья. Больше в избушке внутри бревна я белить не буду. Вот. Видите, да, уже все обшоркалось. Вон, вся моя курточка, вся белая. Стоит прислониться.
все это крошится, но все равно подсохнет, и такая пыль летает. Не очень приятно. Еще мы заметили это тогда, когда здесь жили. То есть, когда у нас избушка здесь функционировала. Вот. Больше стены я белить не буду. Все это, ну, незачем, я думаю. То потом будешь лежать и весь в пыли. Все, друзья, сделал я первое дело, сам шайником закончил, пробежался сейчас болгарочкой, отпилил все проволоки, которые торчат. Тут раньше была пасека, и, видать, они, ну, вокруг избы улья все обтянули колючей проволокой. Проволоку мы часть вытащили, выдрали, но где-то еще местами торчала. Для помощи себе приобрел такую малютку, болгарка фирмы Redwerk, 18 вольт, 4 ампер часа. Вот. Ну, немножко так пробегусь, кому может будет интересно. 7000 оборотов. Вот здесь 125 круг под насадку. Вот. Аккумулятор вот съемный. Кстати, есть индикации еще, очень удобненько. Чик нажал, вот уже 2 деления осталось. Вот. Масса, кстати, 1,8 килограмм. Ну, довольно-таки тяжелая по сравнению с такой сетевой. Но нормально работать. У меня есть болгарка, которая работает от 220, которую я вот шлифовал сруб, тоже фирмы Redwerk. В принципе-то вот я и почему и захотел Redwerk. Болгарка относительно дешевая. Вот покупал я года 3 назад. Ту, которая 220. Пользовался я ей, ну, в хвост и гриву, и металл она у меня резала, и вот избушку тут достаточно не маленький объем отшлифовала. До этого еще она тоже шлифовала внутри избушки, пользовались мы. Теперь у меня в помощниках есть болгарка на аккумуляторе фирмы Redwerk. Буду пользоваться. Бывают такие моменты, вот когда нету под рукой электричества, нужно что-то быстро отпилить. Бывало такое у нас. Бывало вот на УАЗик у нас намотала проволока на кардан задний, и пришлось целых там 2 с лишних метра ее раскручивать. А была бы вот под рукой такая болгарочка, раз-раз отпилил провода, проволоку всю выдернул. Вот, на тот момент подловил себя на мысль, что нужна мне вот такая болгарка. На данный момент цена, ну, адекватная вообще на всю линейку фирмы Redwerk. А то есть цены, которые вообще закосмические. Эта фирма уже проверенная мною. Я считаю, что, ну, прослужит она мне долго. И все теперь будет под рукой. Когда нужно будет, раз и отпилил. Болгарка, кстати, ничем не уступает от сетевой. Ну, хорошие показатели, пилит быстро. Но вот у этой 7000 оборотов. Если сравнить с такой же от сети, ничем не хуже.
Вот, буду пользоваться. Зашел в избушку, натопил я до 28 градусов. Вот, тепленько так, хорошо здесь. Вот, сейчас думаю, как поступить лучше-то. Наверное, выйду на улицу, буду уколоть дрова сейчас. Раскалю кучку, которую вот напилил я в прошлый раз. Допилю ту, которую не распилил на тюлечке. Тоже раскалю, сложу, уберу. И, наверное, предбанничком завтра уже буду заниматься. Пораньше встану, продолжу. Там, в принципе, лаги не так трудно будет расчертить. Главное, сделать ровно, горизонтально идти, вывести их, обработать, да и все. Да, наверное, так сделаю. Подготовлю, уже в следующий раз приеду, буду обшивать. Обшивать там, ну, быстро, день работы, не так долго. Вот. Наверное, так и сделаю. Сейчас дровами займусь, чтобы уже тоже про дрова забыть, чтобы вообще не вспоминать их до следующего года. Вот как-то так. Сейчас перерыв небольшой и пойду. Уже темнеет, сейчас еще буквально часик, станет темно. Вот сейчас буду разжигать бензогенератор, да-да-да, запускать. И как-то я говорил, что у нас работает 3-киловаттный генератор при потреблении там 200 ватт. Это вот я посмотрел, холодильник говорю, уже устал. Телевизор 69 ватт. 3 лампочки по 11 ватт, энергосберегающие. Вот, прожектор 50 ватт. Ну и суммарная мощность получилась 150, ну пускай 200 ватт. То есть вот мы гоняем 3-киловаттный генератор ради 200 ватт, можно так сказать. И получается так, что вот гонять ради 200 ватт 3-киловаттный генератор не совсем получается выгодно. Ну и бывает мы его вообще не запускаем, хотя можно. Сегодня я привез с собой киловаттный бензогенератор взамен вот этого. Вот он стоит, 3800. Это 3-киловаттный бензогенератор. Вот. Этот же фирмы Redver, кстати, тоже как болгарочка. Он идет киловаттный. Вот. Движочек здесь маленький, 2,9 лошадиных сил. Теперь мы будем использовать вот этот маленький бензогенератор взамен того. Этот бензогенератор я его увезу завтра, обслужу, потому что давно не смотрел.
пора менять масло, ну и там потянуть гайки. Все равно нет-нет, от вибрации это может быть и раскручиваются. Вот этот малыш будет стоять теперь вместо этого. Этот мы бензогенератор покупали на стройку, когда строили избушку. В то время он отрабатывал реально вообще по максимуму. Мы пользовались электропилой Makita, там она 1,5, наверное, даже 2 киловатта. Спокойно бензогенератор вывозил ее. Ну и пришло время, как бы стройка у нас уже заканчивается. Ну, закончилась, можно так сказать, там по мелочи. Вот, ну, баньку я буду, предбанник делать. Вот, его будем использовать по мере необходимости, если будут какие-то большие крупные работы, будем его привозить. Ну вот на следующий год буду я избушку с тех сторон ошкуривать. Привезу вот этот. Хотя пробовал, болгарку заводил, нормально тянет, но все равно слабенький для такой болгарки. Вот, давайте расскажу вам, какие характерные у них отличия. Этот киловатт максимально, тот у нас 3 киловатта. Здесь, ну, получается 900 ватт номинал, 1 киловатт максимум. Там же получается сколько? 2,9, по-моему, номинал, 3 максимум. Идет одна розеточка под одну, и тут два, получается, выключателя магнитных, которые на короткое замыкание срабатывают. Вот, вольтметр здесь на 300 вольт показывает, он я уже заводил 220, то есть все исправно. Масло, кстати, добавил, тут 370 грамм идет, там Shell Helix залил, были у меня остатки. Вот здесь идет разъем постоянного тока на 12 вольт, 8,3 ампера. Это специально для подзарядки аккумулятора. Вот, в комплекте идет, кстати, вилка, вот, и ключ свечной. Вот, я уже осмотрел его. Получается, думал, что на нем нету датчика уровня масла, но он есть. Вот он висит, прикрученный. Это, я считаю, на бензогенераторах должно быть по-любому, потому что, ну, иногда этот бензогенератор ты завел и на него не смотришь. Масло может вдруг, не знаю, там закончится, вылиться, может где-то что-то подтекает, тут закрутили слабо. Вот, он предотвращает, получается, предотвращает поломку двигателя, и двигатель попросту глохнет. Вот, пока не зальешь масло, не заработает. Ну, бензогенераторы, они, в принципе, плюс-минус каждый одинаково. Вот, здесь такой у нас. Тут две розетки, вот сам выключатель, вот под аккумулятор зарядка, вот магнитная защита, вольтметр. Получается, вот наш большой бензогенератор, в нем объем бака 10 литров, работы на 8 часов. Это действительно так, мы это проверили. 8 часов это на полную нагрузку. Вот. Ну а если просто его гонять, знаете, максимум киловатт потребления, даже меньше, и вовсе там на часов 10 хватает бензина. Здесь объем бака 6 литров. Вот здесь есть указатель топлива. Бензину я немножко плеснул сюда, вон видно. Вот, 6 литров. По-моему, тоже на 8 часов его хватает. Вот это, считаю, уже экономия почти в 2 раза будет. Буду его использовать пока в режиме лайта, как модно говорить сейчас. То есть пока пускай проходит стадию обкатки. Ну, не буду слишком давать нагрузки. Вот, да и нагрузки у нас тут таковой-то и нету. 50 ватт прожектор, это мы всегда заводим зимой, запускаем, чтобы ярко было. Ну и вот, что получается, это телевизор, хотя мы его не смотрели. Ну вот, да, 3 киловатта ради мы 50-ваттного прожектора раньше гоняли. Вот теперь буду использовать этот. Все, что-то он костерок вижу, там хорошо разошелся, разгорелся. Сейчас еще подброшу. Ладно, продолжаю пока докалывать улечки.
Вот сейчас вот эту подтащу, напилю. Ну и там, когда будет темнеть, заведу бензогенератор. Сушинку складываю сюда. Будем ее использовать на растопку. Вот, а потом уже вперемешку с березовыми. Так, кучку я расколол, стаскал. Сейчас пойду подцеплю, подтащу тот конец. Его тоже распилю и стаскаю. Тепло здесь как? О, телевизор играет. Все, я освободился, закончил. Наверное, все, отдыхаю. Вот так вот даже телевизор работает тут. 26 градусов, в избушке уже стало самая комфортная температура. Все, на улице все дела я закончил, сейчас все, отдыхаю. Вот, завтра уже займусь предбанничком, встану пораньше, чтобы успеть все сделать. Генератор этот тряхтит потише, чем тот. Вот, я думаю, когда вот поставим его туда, в нашу генераторную, там будет потише. Пока он работает на улице, потому что ему уже нужно немножко приработаться, обкататься, и потом будем туда устанавливать в генераторную. Все у нас уже будет потише немного. Вот, здорово.
Вот сейчас хоть с освещением-то как-то поприятнее здесь, а то светодиодная лента вообще тускло, ничего не видно. Но фонарь этот нужно будет заменить, установить сюда что-то другое. Наверное, думаю, маленькие прожектора светодиодные. 3 штуки установить, небольшие, ватт по 5. И нам за глаза. А лучше, конечно, тоже что-то 12-вольтовое. Потому что ну же все равно ведь не будешь ты ради света в избушке зажигать бензогенератор летом. Летом у нас аккумулятор заряжается отлично от солнечной панели. Вот. На летнее время надо будет что-то 12-вольтовое все-таки. А эту ленту нужно убирать. Либо пропаивать ее хорошо. Где-то контакта нет, светит тускло, еще аккумулятор садит. Где-то короткое замыкание, что ли. Ну все, друзья, ладно, я отдыхаю. Все, завтра я буду начинать. Что-то устал я сегодня. С этой печкой возился там. Пыльно. Тут дрова колол дольше, чем складывал. Вот так вот. Приятная усталость. Сейчас все, отдыхаю. В избушке, в тишине, в лесу. Мишка, надеюсь, не придет.